Хайп теряет контроль. Теперь у Чингука есть привилегии, которых раньше не было ни у одного айдола. Привет, армия. Смена. Власти. В каждую эпоху развлечений наступает момент, который переопределяет все. Момент, когда статус-кво разрушается. Момент, когда один артист не просто возвышается, а возвышается так высоко, что сами основы индустрии под ним начинают сотрясаться. И теперь этот момент настал в Южной Корее, в самом сердце К-поп. Речь идет не о камбэке. Речь не о цифрах в чартах. Речь идет о власти. Потому что HYB и Титан, построивший империю из музыки, фандомов и мирового господства, впервые был вынужден отказаться от контроля. Не из-за скандала, не из-за политики, а из-за одного человека. Джона Джункука, самого молодого, самого тихого, самого недооцененного, а теперь и самого могущественного. Джон Кок от стажера до игрока, который меняет правила игры, чтобы понять масштаб происходящего, нам нужно вернуться к мальчику из Бен, который присоединился к большой популярной индустрии развлечений в нежном возрасте 13 лет. Застенчивый, сдержанный, но полный необработанного таланта в первые дни BTS. Джон Кок был самым младшим, часто остававшимся в тени старших участников. Но за кулисами он был неустанной губкой для роста. Тихий перфекционист, вокал, танцы. Рэп, спорт, внешность, выносливость. Он не просто не отставал, он превосходил ожидания. Его называли «Золотым Мркейн», но это прозвище однажды покажется незначительным по сравнению с тем, кем он стал. Потому что Джонкук не просто становился лучшим исполнителем в К-поп, он становился визионером. А визионеры не следуют системам, они создают свои собственные. Сольный шторм, когда мир осознал его силу. Перенесемся в 2023 год, когда мир увидел Джонкук не как участника BTS, а как сольную силу. Его альбом Golden был больше, чем дебют. Это было заявление. Оно побило рекорды, пересекло культурные границы и заставило критиков дважды взглянуть. Севен был не просто хитом. Это было явлением, попавшим в чарты более чем в 100 странах. Одновременно заняв лидирующие позиции в TikTok, Spotify, Billboard и YouTube. И Standing Next to You была не просто песней. Это было напоминанием о том, что харизма в сочетании с артистизмом может заставить замолчать даже самых строгих критиков. Но вот секрет, который мир не до конца понял. Джонкук не просто пел. Он был режиссером. Он не просто танцевал. Он разрабатывал каждый визуальный образ каждого соавтора, каждое движение. Это не было продуктом стратегии лейбла. Это было исполнением видения Чингука. И когда лейблы теряют контроль над повествованием, они обычно ужесточают свою хватку. Но на этот раз они не смогли. Внутреннее напряжение. День, когда хайп понял, что не может сказать «нет». Что происходит, когда компания-миллиардол встречает артиста-миллиардол? Напряжение. Источники, близкие к HYB, и раскрыли то, о чем фанаты до сих пор только догадывались. Были жаркие внутренние дискуссии. У Джункука были запросы, которые были не просто смелыми, они были неслыханными в истории айдолов. Он хотел иметь полное право голоса в вопросах своего сольного пути. Он хотел лично выбирать продюсеров, стилистов, креативных директоров. Он хотел диктовать, когда ему работать и, что важнее, когда нет. Он хотел сам решать, как, когда и с кем ему сотрудничать. Короче говоря, Чингук хотел автономии. Для айдола в корейской системе это было революционно. Исторически. Айдолов вымащивали, а не консультировали.
Планировали, а не спрашивали. Но Чонгук больше не был просто айдолом. Он был мировым брендом живой империи. И у HYB был выбор: драться с ним или следовать за ним. Беспрецедентный контракт, который Чонгук заключил, и вот что случилось. Контракт, не похожий ни на что было раньше в истории К-поп. Вот что утверждают инсайдеры: новое соглашение Джункука с HYBE включает в себя абсолютный творческий контроль. Каждый музыкальный релиз, каждое видео, каждая фотосессия требует одобрения Чонгука. Он задает направление, тон и исполнение. Свобода сотрудничать. Без вмешательства. От Kid Laroi до Lata и Western Legends Чонгук теперь может согласиться на любой проект, не умаляя совет директоров. Полное право вето. Он может отклонять предложения, рекламу, шоу и даже сделки с брендами, какими бы выгодными они ни были, если они не соответствуют его ценностям. Свобода расписания. Если он устал, он отдыхает. Если он вдохновлен, он творит. HYBE больше не диктует, когда Чонгук должен появляться на публике. Право интеллектуальной собственности. Впервые Чонгук теперь частично владеет правами интеллектуальной собственности на свои сольные работы, а это значит больше прибыли, больше наследия и больше рычагов влияния. Пункт о групповом усмотрении. Возможно, самое шокирующее, что теперь у Чонгука есть законное право откладывать или пропускать групповые мероприятия BTS, если он чувствует, что сейчас неподходящее время с творческой, ментальной или физической точки зрения. Вдумайтесь в это. Это эквивалентно тому, как айдол становится своей собственной компанией внутри компании. Почему HYBE уступил бизнес власти? Почему HYBE допустил это? Простая истина в том, что у них не было выбора. Джункук не просто певец. Он экономическая сила. Люксовые бренды гоняются за ним. Стриминговые платформы нуждаются в нем. Международные чарты меняются, когда он выходит. Он принадлежит не только К-попу. Он больше, чем К-поп. И HYBE знали, что если они не дадут ему желаемой свободы, он может уйти. И если Чонгук уйдет, костяшки домино упадут не только в HYBE, но и во всей корейской индустрии развлечений. Это было бы эквивалентно потере iPhone Apple. Поэтому они заключили пари. Дайте ему власть, потому что если бы они этого не сделали, кто-то другой с радостью это сделал бы. Шокирующие волны. Реакция фанатов и шушуканье в индустрии. Когда новость появилась, фанаты были наэлектризованы. ARMY наводнили социальные сети поддержкой, гордостью и благоговением. Хишкинг Джонгкок был в трендах несколько дней. Но за волнением было беспокойство. Некоторые фанаты опасались, что это ознаменовало начало тихого распада BTS. Другие предполагали, что это означало, что Чонгук готовится к чему-то за пределами HYBE. Личной империи, возможно, лейблу, может быть, даже мировому бренду, независимому от BTS. Ходили слухи, что Джонгкук нанимает частных менеджеров, открывает элитный студийный комплекс, создает новую секретную команду креативщиков и стратегов. И хотя ничего не было официально подтверждено, тенденции говорят о многом. Растущая волна, будущее власти айдол-агентств. Контракт Чонгука. Это не только о нем. Это о системе. Потому что происходит, когда один айдол разрывает цепи, другие начинают замечать. Начинающие айдолы, старшие айдолы, таланты среднего уровня, все они наблюдают. И некоторые спросят, почему не я. Эта сделка вызвала цепную реакцию. Агентства
в панике переписывает свои артистические контракты, пытаясь создать стимулы для лояльности. Но правда в том, что эпоха тотального контроля агентств заканчивается. И будущее, управляемое художниками. Оно только что получило своего первого короля. Монарха без трона. В пути Чонгука есть что-то поэтичное. От тихого, неуверенного подростка, боящегося говорить, до человека, который теперь говорит молчанием громче, чем большинство ораторов. Он не кричит о власти. Он движется во власти. Он не требует внимания. Он управляет им, просто будучи самим собой. И теперь с этим контрактом, с этой тихой революцией, Джungkook стал чем-то гораздо большим, чем просто айдол к-поп. Он стал символом творческой собственности, творческой автономии, освобождения не через бунт, а через совершенство. Ваш голос имеет значение. Итак, теперь мы спрашиваем вас, прокладывает ли Джангкук путь будущему музыкальных артистов или идет по опасному пути изоляции? Это эволюция или деградация? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вы считаете, что артисты должны иметь власть над своим видением, поделитесь этим видео со всем миром. Подписывайтесь, ставьте лайки и звоните в колокольчик, потому что здесь в Поп Апдейт мы говорим не только об айдолах, но и о трансформации. До скорой встречи!